Всем привет, вы на канале Польза.нет. Купил я Realme GT6, уже погонял для вас на Польза стримы. И сейчас, после Vivo X100S с IP69, который у нас утонул, мы идем топить Realme GT6. Ну что, очень надеюсь, что в отличие от Vivo X100S я не увижу здесь пузырьки. А может и увижу. Да, пошли пузырьки. Пошли. Очень надеюсь, что он не утонет. Но опять же, время покажет. Вот так сможете снимать. Лучше так не делать. Потому что BBK уже показал, что и блокировать устройство может, и вода внутрь, к сожалению, попадает. Будем держать кулачки, чтобы он не погиб. Если погибнет, расскажу в своей личной телеге. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробно обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Realme GT6. Насколько он хорош, это глобальная версия. Я купил, как и некоторые из вас, разумеется, немногие, учитывая его стоимость, на распродаже. Он мне уже пришел, я его уже прогнал в Польза стримы. Несколько часов мы его жарили, тестировали в онлайне. Помимо этого, этот смартфон несколько дней провел со мной по съемке, и мне уже есть что вам сказать. Разумеется, вначале я мог бы сказать вам, здесь супер яркость, помимо этого есть телевик, помимо телевика есть 4К 30 FPS на фронталке, и этот смартфон можно использовать как зеркало. Все бенды, гуглы, русский язык. Разумеется, есть звонилка, без уведомления собеседника о начале записи, и вполне возможно ее выпилят скоро с обновлениями, потому что по идее ее здесь быть не должно. Стерео, но не полноценная, вибра, но не флагманская. Опять же, это мой взгляд, сравню его с Pixel 8a по видео и фотосъемке в самом ролике. Вначале вы видели, как я его топил, и вода внутрь попала, так же, как у Vivo X100S. Эта штука, вполне возможно, у меня не пережила утопление, я его выключил, сейчас буду вести в сервис. Короче, все, что касается BBK, я не буду больше на влагу проверять. Мне кажется, они решили все смартфоны лишить защиты от влаги, и если раньше я мог за 10 тысяч смартфона опускать в воду, то сейчас что IP65, что IP69 не фонтан. Был у меня на обзоре Realme GT Neo 6 SE, был Realme GT 6T, вот это Realme GT Neo 6, фактически копия вот этого смартфона, и на него тоже в перспективе будет обзор, и Realme сейчас по сути делает все очень просто, из разряда кручу-верчу. Gorilla Glass Victus второй версии стекло здесь стоит, но в то же время пластиковая рамка, в то же время USB Type-C версии 2.0, но об этом уже в конце ролика, как всегда. А основные тесты и сравнения сейчас вы увидите. Смотрим. Распаковка. Поставляется этот смартфон в упаковке из плотного картона с названием и краткими характеристиками у модели. Выглядит упаковка хорошо, да и сам пакинг в принципе неплохой. В комплекте мы имеем силиконовый чехол, краткое руководство, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, блок питания на 120 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Все стандартно. Габариты смартфона 162 на 75 на 9 мм. Вес 199 граммов. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro ежемесячно. Условия просты: подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и в комментарии либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок и все. Приходить на стрим не обязательно. Перейдем же к смартфону. Приобрести GT6 можно в серой и зеленой расцветке. Дизайн у шестой линейки одинаковый, так что рассказывать тут нечего. К слову, на канале у меня уже есть обзоры на модель GT6T и GT6 Neo SE. И еще будет на GT6 Neo, который фактически является копией этого смарта, только камера чуть-чуть попроще. Или наоборот, GT6 его копия. А еще будет китайская GT6, которая будет круче, но это будет китайская. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка пластиковая. Эргономика смартфона хорошая, только он безумно скользкий и безумно маркий. То есть от того, что у вас стекло, ничего не меняется, потому что без чехла выносить это дело не будете. Собран смартфон хорошо, плюс есть официально заявленная защита по стандарту IP65. В начале ролика вы видели, как я его топил. Далее на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, 2 микрофона с технологией шумоподавления, ИК-порт и разъем USB Type-C OTG версии 2.0, за что отдельно опять же минус, так как могли бы установить более свежую версию Type-C. 100 гигабайтное видео он скидывал в течение 50 минут. Динамики настроены с поддержкой технологии O-Relay Audio, плюс есть
есть сертификация HRS Audio. Стерео неполноценная, разумеется, можно в настройках похимичить, чтобы нижний динамик был потише, верхний погромче, но качество звука среднее. Bluetooth чип установлен в версии 5.4. Виброватор, хотя с технологией O-Haptics, по мне ужасен. Он настраиваемый, но он слабый для подобного смартфона. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED BOE 8T LTPO дисплеем шикарнейшим. Диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2780 на 1264 пикселя. Защитой Corning Gorilla Glass Victus второй версии, плотностью в пикселей субфлагманской в 450 ppi, единственное, что у него субфлагманская, к слову. Цветовым охватом 100% DCI-P3, контрастностью 5 миллионов к 1, соотношением экрана к корпусу 94,2%, 10-битной матрицей и частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц. Ко всему можно настроить частоту обновления экрана отдельно для каждого приложения. Экран имеет слегка закругленные края и не особо большие рамки. В экране очень много химии, потому что ты можешь включить повышенную яркость, плюс автояркость, плюс настроить яркость минимума, но в целом он выдает 1600 люксов и довольно долго это дело держит, он сбрасывает до 1400. Очень круто, то есть на солнце вы сможете им пользоваться. Но здесь барабанная дробь, потому что все зависит от нагрузки, и мне кажется, что он может перегреться, и у вас будет 200 нит, так же, как у меня было в Геншине за 2 минуты. А если говорить о 100% яркости обычной, то это 900 люксов, в PUBG она через минуту становится 600, но это лирика. Автоматическая регулировка яркости работает корректно, частота дискретизации касания 2500, тест выдал неплохой результат, при этом сенсорный отклик как в играх, так и в обыкновенном использовании отличный, но только первые 3-5 минут. Где-то через 10 минут стабильно почти во всем у меня начинался, мягко сказать, не отвал, но не особо приятный экспириенс, потому что как только смарт начинает перегреваться, как вы знаете, при этом перегреве тач начинает медленнко глючить, но не люто, терпимо. Мультитач на борту, экран спокойно и быстро откликается на 10 касаний одновременно, высокочастотное шим-затемнение до 2160 Гц, показатели шима выше 15% не поднимаются, если измерять радексом, а при измерении вторым прибором шим спокойно поднимается до 40%. Притом никакие DC-димминги, там разные названия есть, не помогают вообще никак, шим остается таким же. Это неплохой шим, но хорошим его точно не назвать. Полноценный Always On Display в наличии, и это очень хорошо. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран с поддержкой измерения сердечного ритма, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев расположен низко. Работает он быстро, но не всегда хорошо. Скажем так, из 10 8 раз вы попадете. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя, за что отдельные плюсы уже привычно для Realme. Распознавание лица срабатывает великолепно, даже под углом, но зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. И никаких, конечно же, как там у Pixel или у айфонов или еще у Honor'ов глобальных нету Face ID для работы с банковскими приложениями. Кому надо, тот поймет. Но это опять же просто пропасть между среднячками и флагманами, даже не субфлагманами. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 с техпроцессом 4 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 3 ГГц и графический процессор Adreno 735. Очередная замануха от рекламщиков то, что это упрощенный 8 Gen 3. Нет, 8S Gen 3 это упрощенный 8 Gen 2 процессор, и он послабее. Но, с другой стороны, мощности, правда, у него избыточно. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 гигабайт, память UFS 4.0 на 256 гигабайт и 512 гигабайт. Система Realme UI версии 5.0 на базе Android 14 версии, режим GT на борту, а настройка Geek Power Tuning позволяет вручную настроить смартфон для лучшей производительности. Но ничего невероятного в этом нет. Вообще, по большому счету, система работает просто хорошо. Google сервисы, разумеется, есть, как и русский язык. Странно, кстати, что есть запись разговора без уведомления собеседника о начале записи. Мне кажется, что это дело они постепенно выпилят, потому что это все-таки глобальная версия. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии. Да-да-да, у флагманов, если что, 7. Поддержка 5G сетей с технологией Dual, 4G сетей со всеми бендами, со всеми агрегациями и ниже. Датчик приближения, работает он великолепно. NFC 360 градусов на борту, MirPay встает без проблем. Realme GT6 использует навигационные системы Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и Navic. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, и у меня определенный глюк был. У меня почему-то без сим-карты, без активации сотовой связи, он не хотел определять местоположение. Может быть, это моя история, но, в общем, как-то странно получилось. И если говорить по поводу настроек всяких процессоров в играх, то в некоторых играх можно играть с частотой ядер, но я это делать не советую. Первое, у вас может смартфон просто сгореть, а второе, это не игровой смарт, под игры есть Asus. Емкость аккумулятора 5500 мАч, заряжается от родного адаптера питания на 120 Вт от 0 до
до сотки за иногда 26 минут, иногда 30, иногда 33 минуты. Самые стандартные тесты за 6 минут он заряжается на 33%, за 10 на 50 и за 26 на сотку. В целом по автономности он поедает в PUBG примерно 26% в час и может снимать со 100% до 0% в 4К 60 FPS 4,5 часа. И это просто космос. При просмотре роликов на YouTube в среднем уходит 4% заряда. Опять же, не при максимальной яркости. В пиковой яркости может и 7 уходить иногда. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами. 204 гипса минимально, максимальный 411, в среднем 344 гипса на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выбивает в Geekbench, 3D Mark и остальном вы видите на экране, но особо хочу отметить, пока вы это все дело смотрите, кому надо, поставьте на паузу, что в 3D Mark он не настолько и стабилен, хотя все тесты я проводил без чехла под кондиционером в помещении. Это наводит на мысль, что недооптимизировали они все, чего хотелось бы, чтобы они дооптимизировали. По поводу storage теста, допустим, в том же Antutu, очень странно, он не выбивает супер много баллов. Кстати, 3 прогона, которые мы делали на пользу стрима, мы его жарили в онлайне, он держал яркость до 3-го прогона, и это прям очень круто. 1 400 000 баллов он свободно показывает. В storage тесте спокойно показывает 163 тысячи, а стресс-тест показывает, что он устает где-то через 45 минут. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony LEED 808 на 50 мегапикселей с оптостабом и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Притом отмечу, что почему-то когда ты снимаешь, максимальный зум на 4К 60 FPS X6. А если до того, как ты будешь снимать, ты можешь увеличить до X10, а потом снимать. Очень странно. Далее есть стандартный сверхширокоугольный сенсор Sony IMX355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов. Мало того, что угол обзора маленький, так еще и ультраширик, как затычка, если откровенно. Апертура 2.2, фокусное расстояние 16 мм. Цифровой стабилизацией, максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 fps. И на этом банкет не заканчивается. Это же убийца флагманов. Вишенка на торте — это телефотосенсор на 50 мегапикселей, Samsung S5 KGN5 с апертурой 2.2, цифровой стабилизацией, фокусным расстоянием 47 мм и двухкратным оптическим зумом. Фронтальный же сенсор здесь Sony IMX615 на 32 мегапикселя с апертурой 2.5, фокусным расстоянием в 22 мм и цифровой стабилизацией. Находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 30 FPS, а самое ужасное, что здесь нет под него даже 1080p 60 FPS. То есть при 60 FPS на фронталку вы снимать не сможете. И чуть не забыл, кто планирует использовать этот мой утопленный смартфон для видео, 4,5 часа он сможет снимать, файл будет 100 гигабайт, но магия в том, что акцентирую внимание, что эта штука сбрасывает FPS. То есть битрейт сбрасывания, черт с ним. А вот то, что он FPS сбрасывает до 52, это очень-очень плохо. Поменяется ли это? Вопрос. В каких условиях он это делал? Под кондиционером, без чехла. Тоже, это, наверное, самое интересное сравнение с какой точки зрения. Вот смотрите, вы мне все время говорите: Саня, важно, что в глобале. Вот в глобале Pixel 8a, на данный момент он в левой руке, он стоит 34 тысячи. Если брать GT6, то это сколько в магазинах? 50-60 тысяч рублей, я понятия не имею. И как говорят, мы не играем, максимум иногда съемка. Вот сравнение съемки двух абсолютно разных аппаратов, и технически я считаю, что Realme в 2 раза дороже. Realme уже возит народ в Европу для того, чтобы показывать, как у них хорошо снимает камера. И скажите честно, глядя на эту картинку, вам какая больше нравится? Та, что за 30, или та, что за 60? Дальше облом идет еще дальше. Смотрите, мы сейчас сравниваем 4К 30 FPS и 4К 30 FPS у Pixel. Ну, опять же, это мы все про камерафон Realme. Но здесь барабанная дробь. У Realme отсутствуют, в принципе, самые востребованные 1080p 60 FPS на фронталку. Что это значит? Вы можете благополучным образом снимать на 4К 30 FPS, 1080p 30 FPS, а в 60 FPS 1080p вы снимать не можете. Какого лешего? Я очень надеюсь, что они с какой-то обновы это допилят, но я уже купил, он мне уже пришел, то есть это не разосланный смарт. Это просто вот смарт, который уже продается, и все еще 1080p нет. Ну что, ночные 4К 60 FPS, 2 основных модуля. И это нестандартная локация.
Но мне здесь очень нравится то, что очень противное освещение. И вот так вы сможете снимать на Pixel и на Realme. На этот по стоимости однозначный камерафон. Ну, по стоимости. Два основных модуля. И вот так в движении, допустим, вы сможете снимать. Насчет того, где больше информации, как что лучше отрабатывает, решать давайте вам. А то я накидываю и рассказываю, что вот, допустим, работа со светом, да, где-то лучше, где-то хуже. Для кого-то будет приоритетом зайчики на пол экрана, а для кого-то будут размер, собственно, вот этой вот великолепной лампы, да? Все зависит от угла обзора. Ну что же, 4К 60 FPS, два основных модуля, ночь, и вот так вы можете снимать на камерафон от Realme. Будем называть его Мадрид или где там они в Милане, миланский камерафон. И на Pixel 8a. Потом в каких-то моментах я скажу, что ну нет, ну вот эти вот разводы, конечно, ну это вообще какая-то дичь. Слышите, это просто работа со светом, здесь какая-то дичь. Еще разок, нечаянно в паномировании снимал с Pixel 8a. И ну что можно сказать по работе со светом у Realme? Ничего по мне суперского сказать нельзя, хотя опять же кому-то может быть больше понравятся вот эти вот разводы, лучи великолепные. Хотя у Пикселя тоже не все прям великолепно волшебно, но скажем прямо, выбрать довольно просто, кто здесь кто. Давайте ради интереса посмотрим X5 и X5 на Realme. Разумеется, он должен переключиться. Так. Поможем Realme победить в чем-то. Хотя, может быть, по вашему мнению, он во многом побеждал. Вот такая вот история. X5 Realme, X5 на... Вот. Опа. Да. 2X5 Realme против Pixel. Realme против Pixel. X5. И Realme против Pixel. X5. А вот это 1080p 60 FPS на Pixel и 1080p 30 FPS на Realme. Притом, вполне возможно, вам будет больше нравиться Realme. Но если вы много-много разных источников посмотрели и уже сформулировали мнение, или вдруг его уже заказали, разумно, если вам нравится Realme. Ну а если нет, вы же не для камер покупаете, и для чего? Ну, в общем, вот так вы на фронталку сможете снимать в 1080p, 30 и 60 FPS соответственно. Ну смотрите, 4К 60 FPS, два смартфона, основные модули, и вы видите, я думаю, разницу. Возможно, она вам не нравится, возможно, по вашему мнению, кто-то лучше, кто-то хуже, и я ваше мнение, скорее всего, разделяю, потому что, разумеется, я не помогаю фокусу, а фокус, по идее, должен каким-то образом настраиваться на вывеску. Вот это 4К 60 FPS, запоминайте, потому что сейчас то же самое я сделаю для 4К 30 FPS, но вот здесь, кстати, с пляжем дело обстоят чуть-чуть по-другому. Но, как говорится, все относительно. На фронталку ничего в 4К 60 FPS нельзя переключать. Дальше та же самая история. В 4К 30 FPS нельзя ничего переключать в фронталку, но на ультраширик можно переключать пиксель. Вот так в 4К 30 FPS вы сможете снимать ночью. И самое интересное, вывеска. Угу. Ну вы поняли, да? Вот так в автомате работает Realme.
В какой-то момент времени я мог поверить, что они, позвав всех в Европу, стали по съемке такими, как они обещают, но, к сожалению, мои тесты все время однообразны, единообразны и сложны. И для Realme, по сути, они являются нежелательными. Мне так кажется, как вы думаете. Ну и две фронталки, 4К 30 FPS, съемка с двух рук, ночь, та же самая вывеска. Она у обоих замылена, разумеется. Вот такой вот динамический диапазон ночью здесь. И если говорить про фронталку, опять же, вам выбирать 4К 30 FPS, Rolling Shutter, по сути, отсутствует. Главное не сравнивать, правильно? Главное правило обзора от Realme не сравнивать Realme. Так же, как у Huawei, да? Сравнивайте Huawei с Honor, потому что это один бренд, а сравнивайте Realme с Realme, потому что это один бренд. Магия. Ладно, это все лирика. Главное, что вы видите разницу или не видите разницу, а я вам ее показываю. Ночью это то чувство, когда ты понял, что они только в 2 часа ночи начинают раскладывать еду для продажи. Прикиньте. О, пиксель поплыл по FPS, по-моему. Ему надо было разогреться, наверное. А может быть и не поплыл, потому что, опять же, в итоге вы можете увидеть что-то другое. Я вижу одно, так часто очень, потому что есть постобработка у видео. И вот так лампа. Ага, запретный плот. В магазинах снимать нельзя, но я снимаю. И вы заодно можете посмотреть, как говорится, почем яйца. Яйца не видно почем. Ладно. Дошики получаются по 40 рублей вот такие. Орехи. Еще орехи. И снеки. Читосы. По 60 плюс. Ну, в общем, по 80. Такие упаковки. И лейсы. 80 где-то примерно. Плюс еще еды. И еще еды. Моя миссия переговаривать вообще всю эту музыку. Почему? Потому что если я не переговорю ее, то тогда мне забанят ролик. И вот сейчас вы видите, как может снимать 4К 60 FPS Pixel 8a и Realme GT 6. Насколько хорошо или плохо решать вам. Вот кошак. И в целом по-быстрому в течение 30 секунд. И так все видно по работе со светом. Я думаю, всем. Вот X2. У обоих шумы, но кто лучше справляется, сами видите. Так, вот сейчас 4К 30 FPS, специально включена разборчивая речь на Pixel 8a. Я очень надеюсь, что кроме разборчивой речи здесь не будет ничего. По мне, Realme чуть-чуть подлагивает, но вам виднее. Напоминаю, что Pixel 8a может делать вот так. А вот сейчас сравнение 4К 30 FPS в HDR у Realme и 4К 30 FPS без HDR у Pixel. Ну вот в HDR, мне кажется, получше выглядит, если я не ошибаюсь. Да, неплохо выглядит. Но опять же, какие-то подтормаживания. Все обновы уже стоят, если что. 4К 30 FPS в режиме HDR у меня Realme и Pixel без режима HDR 4К 30 FPS. Вот так сможете снимать. X2, X4 против X5. Допустим, X4 против X4. Ну вот так. Ну что, 4К 60 FPS, съемка с двух рук. И я вам скажу, что вот Pixel передает цвета правильно на 100%. То есть тут серое небо и никакой вот этой вот синевы здесь нету. То есть она есть, но по минимуму, вот насколько Pixel показывает. Опять же, у Pixel вроде шумов больше. Хотя плюс-минус одинаково. Но, как мне говорят, а зачем тебе правильные цвета, когда
Когда что? Когда есть неправильные, да, наверное. Неправильные, но почему-то... Вот это так интересно, вот логика людей, которые говорят, что X2, допустим, что есть неправильные цвета, и вот мне они больше нравятся. Но вы же понимаете, что вы можете любые цвета потом маской накинуть. И любые, какие нравятся. Здесь у вас просто навязанный цвет картинки, который реально не является. Если вы, допустим, кому-то будете снимать, то он не узнает, какого реально цвета был этот восход. Вообще. Вот она, реализм на пикселе. А на Realme нет. Ну что, еще немного. 4К 60 FPS, съемки с двух рук. И как мне уже написали в прожарке, которую мы провели, к сожалению, для Realme GT 6, что у него живые фотографии, поэтому он хороший. А то, что он в цвета не попадает, это все не важно. Все это не важно. Так, ну ладно, без лирики. Максимум у нас X10 здесь. Здесь максимум X5 на зуме. Если в X5 сравнивать, то видите разницу сами днем. У кого лучше, у кого хуже. Мне кажется, она очевидна. Но я ее озвучивать не буду. Потому что, скорее всего, найдутся те, у кого мнение будет абсолютно иным. Вне зависимости от здравого смысла. Ведь здравый смысл у каждого свой. Ну а больше всего меня радует, конечно же, динамический диапазон у фронталки Realme GT 6. Но, как верно скажут, он не про видеосъемку. Он, кстати, вот вы заметили, что это новый маркетинговый ход, что все, что не про видеосъемку и все, что не очень справляется с играми, говорят, ну у него зато настоящие живые фотографии. Вообще они, наверное, очень много всего придумывают, каким образом подменять понятия. С другой стороны, можно же долго и упорно рассуждать, не сравнивая, про то, какой волшебный девайс. Но если, допустим, сейчас, вот смотрите, фронталка Pixel 8 убогого за 34, уже не 34 на Авито, но можно за 34 поймать, и суперского флагмана GT 6. Какая волшебная фронталка у GT 6? Ну, главное, у него ультраширик у него тоже не очень. Но, в общем, можешь говорить, что он хороший, просто вы будете моложе выглядеть на фронталке от BBK, да? И можно делать X1. Ну что, 4К 60 FPS, съемка с двух рук. И вот так вы примерно сможете снимать на эти два смарта днем. Ну что, миссия выполнена. Поймал я последние лучи уходящего солнца, 4К 60 FPS. И вот так вы сможете снимать на уже разрядившийся, кстати, пиксель. У него там 10%. И мне кажется, что ему плохо. Но нам это не важно. Почему? Потому что не важно. По цветам, ну, как всегда, вы видите много всяких приятных красок на Realme, которые абсолютно не соответствуют действительности и которые, разумеется, все запишут им в плюс. Но не все. То есть я считаю, что все равно надо тебе фильтр, ты его используй. А как все реально, лучше видеть в реальности. И вот так все осветлил. Вообще сейчас очень темно. Даже пиксель чуть-чуть... Нет, пиксель не освещает. Смотрите, это пиксель. Это Realme. И здесь довольно сложно определить, кто лучше. Почему? Потому что на пикселе получилось лицо под углом, а на Realme нет. Одинаково никак по мне. Ничего не поплыло по краям, и хорошо. В целом фотографии паритет. Если говорить про вот эти две фотки, они эквивалент 50-47 здесь миллиметров, а здесь у нас 50, по-моему, 1 миллиметр. То есть такой вот интересный вариант. А здесь однозначно выигрывает Realme по деталям. Однозначно.
Это, в принципе, можно объяснить, но главное, что он выигрывает. И еще одно могу отметить, что он не выигрывает по цветам. То есть он взял, перекрутил зеленый, перекрутил коричневый, и хотите вы красить или нет, его этого не трогает, то он просто покрасил за вас. И следующий неудачный снимок у пикселя, притом у него были удачные на 25 мм, на 23 мм. То есть основа у нас на Realme. Ну вот на Realme фото просто шикарное. Просто шикарно. И даже если брать все супер удачные фотографии от пикселя, вот в этом сценарии именно по фото Realme молодец. А вот по видео смотрите ролик и напишите мне. Вот просто средняя температура по больнице. Кто лучше? Realme или Pixel 8a по съемке по видео? Напоминаю, что фотографии данные я делаю в одном и том же месте. И девайсов вы можете увидеть очень много. Вот здесь у нас ультраширик на Realme. Сначала кажется, что все нормально, но как только ты его приближаешь, ты понимаешь, что с фокусом произошла какая-то беда. То есть он вибрации не вытянул. И 30 фотографий на ультраширик, которые я считаю не очень хороший, я делать не стал. На пикселе все не супер волшебно, но как минимум фотография удалась. Если говорить про основные модули, вот смотрите, разница в чем? Разница в том, что у нас здесь деталей у пикселя больше, значительно. Здесь у нас идет пересвет. По работе со светом. Ну, опять же, все фломастеры разные на вкус, но по мне со светом пиксель справляется незначительно, но лучше. Опять же, это мой взгляд, может быть, у кого-то взгляд не может быть, а точно у всех разный взгляд. Как минимум не хуже, хотя все относительно, опять же. Пиксель сделал нам нормального коня, Realme взял и не сделал нам нормального коня, но вот этот вот, допустим, кусок, там где дерево, у него получше. А следующее это фронталка. По фронталке все довольно просто. Это пиксель, это Realme. У Realme задний фон более заблерен, вырезалово какое-то странное с изменением геометрии. И еще и лишил меня части волос на лице вообще. Но, как многие замечали, мне кажется, что это либо продавцы, либо те, кто умудрились по полтиннику купить этот смартфон или за 60. Они писали, что Realme по фото лучше. Скачайте, пожалуйста, исходники сами и попытайтесь найти, где Realme оказался вдруг лучше, тем более с фронталкой. Ну да, он лучше, лучше меня сделал. Спасибо ему, я помолодел на, не знаю, лет 10, с 70 до 60, и прыщи он у меня убрал. Это такая прелесть, когда ты отключаешь бьюти-режим, а он тебе все равно рисует. Ну вот, Realme. Ну что, 4К 30 FPS в HDR в движении немного, и потом без HDR 4К 60 FPS. Буквально, давайте, 20 секунд с HDR в 30 FPS. По мне не очень всегда с 30 FPS при движении, хотя здесь все довольно плавненько. И вот теперь в 4К 60 FPS без HDR я чуть не убрался, потому что был внимательно поглощен съемкой, чего делать ни в коем случае нельзя. Ага, еще и собачки здесь. Нужно максимально аккуратно. Но вот так вы в целом сможете снимать на этот смартфон в движении. Чего делать, разумеется, не стоит. Ну а по съемке мне кажется, что Realme переоценен. Лучше бы они, как я очень часто говорю, рекламные деньги вкладывали в развитие. 4К 60 FPS, расцвет 5:30. И у меня отрубили электричество. Так что спать я не смогу. Кондиционер не работает. Не успел все подснять. Но вот так в 4К 60 FPS сможете снимать, как кофе у вас будет выливаться. Как-то с фокусом не все хорошо. Точнее, это не 4К. Вот сейчас 4К 60 FPS, до этого было 1080p 30 FPS. И здесь, кстати, с автофокусом, что так странно. Очень странные дела. Много еды. В 4К 60 FPS, без всяких сравнений. И вот так от них насекомых отгоняют. 4К 60 FPS, еда, и вот так вы сможете снимать. Перекручивает он цвета, зеленый здесь более насыщенный, вы видите, хотя он менее насыщенный. Если говорить про цвет лапши, то она более бледная, чуть-чуть бледнее. Если говорить про
Цвет креветки такая же история, чуть-чуть более бледная. Ну и тарелка менее контраст, менее оранжевая. Интересно 4К, 30 FPS в HDR еда. Ну вот, кстати, видите, без сравнений, как хорошо получается. Красиво. Но цвета вот сейчас он передает в HDR почти правильно, хотя они все равно более бледные. И хочу отметить, что все в районе $2500 и дороже будет снимать также хорошо на основной модуль. 4К 60 FPS, разумеется, HDR нет. Вот так сможете. Вот так надо продавать, да, камеры. Посмотрите, какой аппетитный шашлык, какая аппетитная цена на GT6. Бежим, покупаем. Главное не смотреть сравнения ни с чем. Соки, воды и кокосы. Тоже вот оранжевый, как не такой. Бутылочки. И кокосики. X2, X4, X1. 4К 30 FPS в HDR, бедный пиксель, оказывается, снимал вообще сравнение на последних 2%, но это его, как говорится, проблема. У Realme сейчас 63%, и вот так вы сможете снимать на этот смартфон в режиме HDR 4К 30 FPS. Стабилизация работает, ультрастабилизация у фронталки только 1080p 30 FPS, Rolling Shutter. Есть такое ощущение, что у меня есть Rolling Shutter. Напишите, может, я ошибаюсь. Раз 1080p 30 FPS с ультрастабилизацией. И особенность в том, что здесь включается еще отдельный режим ночь. Разницу я вижу в том, что в режиме ночи он быстрее фотографирует, но по мне качество фотографии хуже. Может, я не прав, может быть, я прав. Но, опять же, исходники скачивайте, пытайтесь найти, какие здесь фотографии вам понравятся. Ну что, 4К 30 FPS, делаю две вещи, которые ни в коем случае делать нельзя. Это еду на байке, держа одну руку на руле, и второй момент, еще и при этом записываю видео. Но не об этом рассказ, рассказ про то, что фронталка будет вас примерно вот так снимать в движении, включается автоматически подсветка. И по поводу этого убийцы флагманов, знаете, в чем дело? Наверное, если бы они оставили цену в 35, я бы о нем по-другому отзывался. Наверное, если бы я увидел результаты тестов и отзывы об этом смартфоне чуть-чуть в другом ключе, потому что можно по-разному, в этом-то и фишка, можно по-разному рассказывать о девайсе. В ценнике за 40 тысяч он не конкурентно способен на Али. В ценнике в 60 тысяч, я считаю, он не конкурентно способен при Xiaomi 14 живом, S24 за 60 кусков и еще многих смартфонов, которые его ушатывают в ритейле. И каким образом я могу его охарактеризовывать, кроме как до какого лешего, я не знаю. Я, конечно, могу сказать, что это лучше, чем купить Puro 70 от Huawei, и это единственное, что я могу сказать в его пользу. А все остальное, что я хочу, то и говорю, потому что я покупаю это сам. И как бы я считаю, что это дорого, и я очумею его продавать. Прямо очумею. Я вам расскажу, получится у меня его за 1035-36 продать или нет. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память. Да, вспоминаем, что у некоторых Sony можно, и даже у флагманов нет беспроводной зарядки. Старый Type-C-шник, нет 60 FPS для фронталки, притом даже в 1080p. Wi-Fi 6 серии, нет мини-джека, оптический зум у телевика только двухкратный. Если говорить про видеосъемку, делайте сами выводы. По мне, у Пикселя за меньшие деньги все получается лучше, у вас может быть другой какой-то взгляд. Лютейший сброс яркости в играх, максимально дешевая вибра, которую я не ожидал, и полуторка. Плюс при переключении модулей, разумеется, здесь глюки. С основного модуля на фронталку при съемке нельзя переходить. Пластиковая рамка, нет нормальной защиты от влаги за такие деньги, и глянцевый непонятный корпус. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Без улыбки, конечно, на эти ценники не посмотришь, но об этом я расскажу в резюмируя. Так, резюмировать я хочу максимально долго и максимально мучительно, и кому не важно мое мнение, разумеется, это дело не смотрим. Кому важно и вам кажется, что я расстроен, что я не полетел в Мадрид.
Я там был. Мне не надо никуда летать. Я сейчас лечу сам в Японию, потом я сам полечу в Китай, без всяких заводов. Какие-то магазины вам поснимаю, что-то расскажу. И путешествую я не за счет производителей, и не буду путешествовать за счет производителей. Если вы думаете, что у меня отсутствует данная возможность, вы очень сильно недооцениваете мой канал. Это послание хейтерам было. Если вы не хейтер, смотрите, что у нас остается в сухом остатке. Сейчас вот буквально утром, для вас ролик выгружен вечером, я разместил в телеграм-канале скидок на Poco F6 ценник 28 тысяч рублей. Так вот, вот это дело сейчас стоит 44 тысячи рублей. За что, я не знаю. Type-C версии 2.0, убогий вибро, полуторка по звуку, без кастомного эквалайзера, пластиковый корпус, перегрев в играх, нулевая защита от влаги IP65. И вы мне скажете, а что купить? Давайте вот так. Я очень часто говорю Али, другие площадки. Российский ритейл, 60 тысяч рублей у дома. Вы покупаете S24 Samsung, вы покупаете Xiaomi 14, вы покупаете OnePlus 12. Я вам назвал 3 модели. Ну, напишите блогерам, которые вот это, может быть, пиарил кто-то, по-другому никак, что они из этих 4 смартфонов выберут. Только не надо, чтобы они писали там, вот это лучше, это хуже. Вот что они выберут? Я из этих 4 смартов однозначно GT6 не выберу вообще никак в эту стоимость, потому что это не 60 тысяч. По поводу 44. OnePlus 12R, Oppo Find X7 и еще просто бешеное количество смартов, которые ушатывают его по полной программе во всех видах сценария использования. 200 люксов в играх я еще не видел нигде. Не надо мне про оптимизацию, я посмотрел много обзоров, и вот везде он оптимизирован в играх. Будем считать, что у меня экземпляр такой. Что мы имеем дальше? Процессор. Есть у нас, хотите супер много баллов в Antutu? Welcome! Вы идете и покупаете iQOO Neo 9 за 25 штук. При том, что да, там бендов не хватает, еще что-то, но если мы говорим о мощи, которая здесь тоже в принципе избыточна. Но 8S Gen 3, еще раз, не смотрите рекламу, смотрите, читайте статьи или GPT-чатом хотя бы пользуйтесь. Это урезанная версия GT2. Так что из флагманского здесь вообще ничего нет. Но не из флагманского. По поводу субфлагманов, что здесь есть? Реально, это LTPO-шный экран. Хороший, отличный LTPO-шный экран, но водопад. Откровенно говоря, Realme, начиная с 12-й линейки, когда они решили уже благополучным образом просто вбухивать деньги в рекламу, а не в понижение стоимости, вместо того, чтобы сделать Master Explorer Edition 3-й версии, вместо того, чтобы BBK сказать не блокировать китайские версии аппаратов, вот у меня Oppo K12 уже заблочен на звонке. Я купил его в Китае, и это первый девайс от Oppo, который у меня был заблочен. Хотя у народа уже писали, что 2 недели как блочат. Так что делает Realme? Realme идет туда, что может продавать, по их мнению. Если первое начало их пути, когда они пытались нас заманивать, было демпинг цен, плюс классное железо, хорошее ПО, сейчас они берут примеры с Huawei, просто безумную рекламу, непонятно чего. Сам по себе смартфон хороший, но в рынке его место в районе 30-ки. В районе 30-ки это не значит, что когда я размещал его в телеграм-канале скидок, он стоил 35 и плюс налог, и он выходил в 38, это нормальная цена. Это просто нормальная цена. На дропе он должен стоить 32. Хорошо, вы хотите заплатить за телевик, и он должен стоить дороже, чем Realme 12 Pro Plus, ну 35 вместе с налогом. Но 44, 60, серьезно? Да, если сравнивать с каким-то там Huawei Puro 70, в котором вообще мракобесие по 70 штук, это кажется ничего вариант. Но помимо Huawei есть еще много разных брендов. Есть iPhone с 60 Гц, есть пиксели, у которых не очень хорошая автономность. Есть много всего, но у них есть качественные характеристики флагманов. Там защита от влаги или, допустим, A55 за 20 с лишним тысяч, там 27, с металлической рамкой. А что дает Realme? А Realme дает много презентаций друзей. Все, что они решили сейчас давать. По поводу видео и фото. Давайте так. Вот я видео вижу одно, по мне все плохо. Даже относители Pixel 8, который, к слову, мне писали там, вот он у дома. Он у дома стоил 34 на Яме. Я уверен, что Pixel 8a я с ним сравнивал, будет стоить примерно так же. То есть 35-34. Это не особо удачная модель. В игровом плане
У меня Realme на стриме провалился. В плане фото-видео, про видео многие говорят, что он не очень. Это мягко сказано. В плане фото идеальный вариант продажи в маркетинге – супер классные живые фотографии. Вы запоминайте все эти слоганы, они у всех одинаковые. Фоткает все плюс-минус одинаково дороже $250. Есть у пельменей там или еще у чего-то цена доверия. А вот есть адекватный ценник. И мой канал, наверное, про то, что я приобретаю за адекватный ценник. И я радуюсь. Если я приобретаю не за адекватный ценник, я считаю, что... А что здесь продавать за такие деньги? Когда сравнивают это дело с OnePlus 12 и говорят, 60 кусков OnePlus 12 хуже, чем этот, ну, у людей уже совсем все съехало. Плоскость надо много заработать и все. Realme молодцы, сделали хороший смарт и нехорошую стоимость. Вот вердикт такой. Опять же, как правильно пишут мне в комментариях, нужно смотреть все, оценивать все и решать для себя, что лучше. Но рынок на то и рынок, что вы не смотрите на один только Realme. Вы смотрите на Xiaomi, вы смотрите на конкурентов от Huawei. Даже, ладно, там нужны фотки, купите вы Huawei P60 за сколько там? За 33-35 тысяч рублей и радуйтесь. Можно даже за 36 умудриться Huawei P60 Pro купить. Все, что мог, рассказал. Глянцевый корпус, вот эта вот дешманская тема, это просто дичь. Стекло, не стекло, ты постоянно его протираешь. Я не знаю, чем и кто думал у них. И когда я это дело обозревал по 20 тысяч рублей, окей, там 26, окей, как Neo 6SE сейчас стоит сегодня же. Молодцы, Realme. Хорошо продали. Девайсу от меня в отрыве от стоимости однозначная да. Цена у него должна быть 32-35 тысяч. Добра и удачи вам, дорогие друзья.